Сегодня у нас с вами прогноз на июль 2024 года. Я очень рада быть с вами. Я безумно благодарю каждого человека, кто проникает в это пространство и кто остается. Это радует до глубины сердца. И июнь, он у нас был очень плотным, он был мощным на загрузки. Все, конечно, зависело от того, насколько вы потрудились, потому что человек, находящийся в более плотном восприятии, в третьей матрице, он, в принципе, научен то, что лето — это время отдыхать. Поэтому июнь, который должен быть закладкой, опорой на действие, он обычно очень вяло текущий. Я надеюсь, что вы хорошо шли, хорошим шагом вас вели, Высшее Я вас поддерживает, все, естественно, так, как есть. И в целом вот эти энергии, они были не такие активные, как в мае, но именно они двигали в действие тех людей, которые проходят дальше. Они ведут в реализацию только тех, кто сейчас поведет строй за собой. Эти энергии будут к концу августа, к сентябрю очень красиво распаковываться. Вы увидите новые события, в том числе, когда вы будете осознавать, что матрица где-то там пытается вам рассказать, что есть какой-то якобы негатив, вы будете уже понимать, что вы его не выгружаете. У вас не может быть, в принципе, вашей проекции нечто такого, что вам не нравится, в том числе и мировой порядок тоже сюда давайте включим. То есть у вас в вашей проекции ничего не будет такого, что вам вообще не нравится. И, по крайней мере, если вы будете это слышать, в вашей проекции это никогда не коснется. Это связано с тем, что человек, практически все, да, кто слышит, огненные, световые структуры, пробуждающиеся души, они выходят на такое осознание, на такую структуру себя, что есть вот эта внутренняя тяга, и она, безусловно, выводит уже вас из восприятия чакрального человека. У вас уже не будет настройки на чакры. Это мы делаем, естественно, да, для простых людей, когда вы будете спускаться вниз, вы будете осознанно работать с чакрами, потому что первые 4 чакры нижние, они у нас чистятся, и затем, когда вы уже через открытие сердечной чакры пошли, вы уже вышли в реализацию, у вас запустилась, активировалась шишковидная железа, запустилась кундалини, и у вас идет уже перенастройка на тороидальную структуру. В следующем подкасте мы более подробно затронем эту тему, что же у вас происходит в вашем теле. Остальная масса людей, которые сейчас будут только пробуждаться, они не будут, многие вообще понимать, что происходит. Хотя вы в своем поле, например, видите, что очень много таких людей, так все уже, наверное, пробудились, но все больше и больше будут заходить в ваше поле люди, которые только-только с этим столкнулись. И если основная масса продолжала лениться, продолжала бездействовать, они не распознавали энергии, не распознавали импульсы изнутри, они продолжали очень сильно заземляться, тем самым у них открывались определенные боли в теле или выгружались события, которые им не нравятся. Естественно, во благо, чтобы очень много поколыхать эмоциональной сферы, чтобы происходила перетряска и чтобы происходила перетрансформация, переплавление на другие реакции, на другую энергию. Июль – это месяц трансформации перед важной датой 8 августа. Весь июль будет сдвигаться восприятие, будет двигаться восприятие всего коллективного бессознательного. Внешне это будет тихий месяц, в котором вы не будете видеть каких-то глобальных разворотов. У кого-то они будут проходить в плане, например, нашел пару и так далее, но не будет чего-то такого глобального, что вы будете осознавать, например, изменилась территория, поменялась деятельность. Этот месяц, он у нас закладывает, в принципе, разворот сознания. Он даст начало движению, которое будет запускаться уже даже в следующем году. Вся планета сдвигается ментально к новым конструкциям и к новым структурам мышления. Мы уже слышали о том, что в пробуждение зайдет большая часть людей, которые еще работают в найме. Вот как раз их будет задача привносить в мир гармонию там, где они есть. То есть у них не прописана программа выхода в свободу, у них не прописана программа полного пробуждения, но именно эти люди, они, безусловно, теперь будут касаться этой темы, они будут касаться этой информации, не смогут встроить в свою личную жизнь, но транслятором информации будут для того, чтобы гармонизировать среду и для того, чтобы, естественно, выводить в позитивный ракурс, да, других людей, с которыми они коммуницируют.
Если их задача привносить гармонию, соответственно, они станут тоже, можно сказать, отчасти проводниками, безусловно, потому что каждый человек где-то в какой-то своей сфере будет проводником. Но есть программа адреналина, которая блокирует всяческие попытки уйти, есть страхи, они останутся всегда. И эти программы, они не позволяют полностью трансмутировать телу, поэтому эти люди, по большей части, они, конечно, не перейдут полностью на живое питание и так далее, но их будет туда подталкивать. Но эти люди останутся всегда работать в найме, и благодаря соприкосновению со знанием, соприкосновению с мастером света, они будут видеть, что им придется делать это постоянно, из месяца в месяц, потому что самостоятельно, к сожалению, они не смогут удержаться. В любом случае, они не могут это сделать сами. Если вы это делаете сами, можете делать сами, вы идете как более высший мастер, вас, когда познакомили со знанием, оно сразу распаковалось у вас, вы сразу его встроили, это огромный качественный показатель. Эти люди, которые будут приходить к вам, они будут менять пространство вокруг себя. Соответственно, коллективное, бессознательное коллективное поле будет все вытягиваться за счет этого. Очень много людей вернутся в июле в предыдущий сценарий, потому что они себя обнадеживали, они думали, ладно, все придет и так, все будет идти как идется, и они в принципе даже не делали никаких импульсных своих внутренних шагов, они не шли за душой, они начинали все равно себя блокировать, и эти гештальты, эти желания в подсознании, они немного блокируют выгрузку, поэтому предыдущие сценарии выгружаются, постоянно им из раза в раз бьют по шапке, чтобы они просто научались. Все задачи этого года нужно будет отработать до конца августа. То есть все, что перед вами ставилось, все желания, которые у вас были, вам необходимо до конца августа их закрывать. Много историй вы будете слышать об осознанных сновидениях, о необычных снах, новых осознаниях, новых переживаниях, о смене питания, потому что ваша проекция меняется, соответственно, вы будете у других видеть, что якобы у них тоже это меняется. Также у многих будет реакция на продукты в виде интоксикации различных видов. Это значит, что бессознательное уже приняло решение сменить мирность, сменить питание, сменить коллективную реальность. А питание у нас имеется основа нашей вибрации, которую мы несем. Соответственно, большая часть работы будет происходить именно в подсознании, именно во сне. Это естественный процесс эволюции ума, поэтому ваша усталость – это нормально. Во сне идет индивидуальная проработка, индивидуальная философия мастера, который к вам приходил, который с вами работал, это начинает встраиваться. Затем уже у вас собственные личные ключи начинают подстирать то, что вашим не является, потому что, по сути, вы никогда не можете взять не ваше. Вы всегда берете только какую-то призму, которая зачем-то вам сейчас откликнулась. То, что у вас доносится в глубине, в слои подсознания в течение дня, когда вы прорабатываетесь, когда вы заходите в практику с мастером, это происходит как внутренняя глубинная перепрошивка. То есть, когда вы чувствуете, что осознанные сновидения включились, вы уже действительно можете там спокойно жить ту же самую жизнь, как и здесь, и проживать дополнительные сценарии, которые вы здесь не можете выгрузить. Новое знание будет все больше и больше заходить в слои матрицы. Многие заинтересовавшиеся, они бесстрашно будут сейчас заходить, потому что они соприкоснулись уже с темой денег, а естественно мастера берут всегда за энергообмен, и люди будут заходить в работу только потому, что они хотят вшить эту информацию, они хотят вшить этот слой, тот, с которым они никогда не соприкасались, это тот ключ, которым им не достает. Они всегда будут копаться, хотеть продавать, чего-то желать. То есть в любом случае степени свободы нет. Душа, она безгранично несчастлива. И без деятельности, без покупок у этих людей не может счастье в принципе наступить. И когда-то их все равно толкнут в эту ветку, высшее я их вытолкнет, чтобы их соприкоснуть сознанием себя. Что же это такое за поле? И как сделать так, чтобы действительно не только мы говорили, что это все легче, все на самом деле легко, а чтобы это достаточно качественно встраивалось у вас в ваше сознание.
В июле люди будут резко менять ценности, взгляды, привычки, будут менять точки зрения, интересы. Это начнет все расширяться. При сильных блокировках и при нежелании людей идти выше, когда страх начинает заедаться, например, животной едой, когда греется ментально, будут происходить сильные землетрясения, потому что Земля распределяет энергию, она распределяет перекосы. Естественный процесс отдаления от вас людей, когда появляются новые персоны, новые истории, новые знания, новые животные, даже новые плоды и фрукты, о которых вы не слышали. И когда вы собственноручно и яро тянетесь за знанием, вы впитываете как губка каждый день, ваше индивидуальное вознесение пройдет более гармонично. Если в коллективном поле людей, не проявляющих волю, будет меньше, то, соответственно, вы выйдете еще быстрее. Тогда вы увидите слои эволюции, как высоко вы можете подняться, кем на самом деле вы являетесь, и все ключи по раскрытию вашей высшей проекции для реализации здесь, они должны быть проявлены. Все мастера, которые заходят в поле, заходят в работу, безусловно, должны проявить высшую реализацию. Да, кто-то не может до конца еще пока соприкоснуться, но вы видите запуск процессов, вы видите, насколько быстро идет трансформация. У вас идут квантовые скачки в сознании, у вас меняются сценарии, у вас идут подарки, поле откликается, и вы наконец-то приобретаете осознанность, как же я это творила до этого, потому что сознание всегда выстраивало вашу картинку, но вы не знали, что есть некая другая глубинная часть, которая за вас это все удерживала. Мы можем это назвать прошлой жизни, это какие-то старые кадоны ДНК, это ваше подсознание, бессознательное, неважно, как это описывают, есть некая другая часть, которая обязательно вас страхует от выхода выше. Поэтому, когда вы готовы, вы яро чувствуете, что готовы к новой загрузке.